Привет, меня зовут Артем, и вы находитесь на канале Android Insights. В этом видео я расскажу о inline value классах в Kotlin. Начнем с определения. Inline value классы — это способ обернуть значение примитивного типа или строки без накладных расходов на создание объектов памяти. Они предназначены для улучшения производительности и для обеспечения типа безопасности при работе с небольшими неизменяемыми данными. Это класс, который оборачивает одно значение, но при этом компилятор оптимизирует код так, чтобы при выполнении избегать создания дополнительных объектов. Здесь user-ID — это inline value класс, который оборачивает тип long. На этапе компиляции user-ID оптимизируется так, чтобы использовать long напрямую, без создания объекта user-ID в памяти, что уменьшает накладные расходы и улучшает производительность. Хотя inline value классы часто приводят к оптимизации производительности, есть случаи, когда компилятор не может применить inline. Вот несколько ключевых ситуаций. Использование в интерфейсах. Если inline value класс реализует интерфейс, компилятор не сможет выполнить inline. Это связано с тем, что интерфейсы требуют создания объектов для представления состояния, а inline value классы по сути являются обертками над примитивными типами и не предназначены для хранения состояния. Использование рефлексии. Если объект inline value класса передается в код, который использует рефлексию, компилятор создаст полноценный объект, так как рефлексия требует полноценного представления класса в памяти. Nullable значение. Если inline value класс используется с nullable типом, компилятор не сможет выполнить inline, так как требуется дополнительное хранение информации о том, является ли значение null. В этом случае создается полноценный объект. Параметры дженериков. При использовании inline value класса в качестве параметра дженерика, компилятор также не сможет применить inline. Это связано с тем, что дженерики стираются на этапе компиляции, и компилятор должен создать объект для обеспечения типа безопасности. Теперь рассмотрим основные причины использования inline value классов. Оптимизация производительности. Inline value классы не требуют создания дополнительных объектов. Это приводит к улучшению производительности, особенно при работе с большим количеством легковесных данных. Inline value классы уменьшают потребление памяти и улучшают общую скорость выполнения программы. Типобезопасность без накладных расходов. Inline value классы предоставляют типобезопасный способ представления простых типов данных без создания дополнительных объектов во время выполнения. Давайте сравним inline value классы с другими конструкциями в Kotlin. Inline value классы и data классы. Inline value классы и data классы предназначены для работы с неизменяемыми данными, но между ними есть ключевые различия. Data классы более гибкие и могут использоваться для сложных и вложенных объектов, включающих более одного свойства. Inline value классы, в свою очередь, могут использоваться только с одним свойством. Inline value классы и type alias. Type alias в Kotlin предоставляют простой способ присвоения различных имен существующим типам, что приводит к улучшению читаемости кода. Однако, у них есть недостатки. Они не устраняют накладные расходы во время выполнения на создание объектов оберток, и псевдоним и оригинальный тип совместимы при присваивании. Inline value классы, с другой стороны, предоставляют типобезопасный и читаемый способ решения таких случаев и даже решают проблему производительности, устраняя необходимость в объектах во время выполнения. Теперь я хочу показать вам несколько реальных примеров использования inline классов. Эти примеры помогут вам лучше понять, как и когда применять эту функциональность в ваших проектах. Представление идентификаторов. Часто в приложениях мы работаем с различными идентификаторами. Использование inline классов для их представления может повысить типобезопасность и читаемость кода. В этом примере я использую inline классы для представления user ID и product ID. Это предотвращает случайное использование неправильного типа идентификатора, что могло бы произойти, если бы мы использовали просто long или string. Единица измерения. Inline-классы отлично подходят для представления единиц измерения. Это помогает предотвратить ошибки, связанные с неправильным использованием единиц. В этом примере я создал inline-классы для представления метров и километров. Это помогает предотвратить случайное смешивание разных единиц измерения в расчетах. Эти примеры демонстрируют, насколько гибкими и полезными могут быть inline-классы в реальных сценариях разработки. Они помогают улучшить типобезопасность, читаемость кода и производительность, особенно при работе с идентификаторами, единицами измерения и другими объектами. Хотя inline-классы предоставляют множество преимуществ, их следует использовать разумно. Они наиболее эффективны для представления простых, неизменяемых значений. Для более сложных структур данных обычные классы или дата-классы могут быть более подходящими. Это все, что я хотел рассказать в данном видеоролике. Подписывайтесь на мой канал.
ставьте лайки и оставляйте комментарии. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Спасибо за просмотр, всего хорошего, пока!